Давайте начнем с того, что национальная валюта, как таковая, появилась, я ее считаю, начало это 1913 год. Ну, имеется в виду вот фиатная фидуциарная валюта, то вот о чем говорит автор вопроса, о тех деньгах, о которых он говорит. До этого, ну, с Рождества Христова там 2000 лет прошло практически, да, история человечества там миллионы, может быть, десятки миллионов лет исчисляет. И люди как-то обменивались деньгами, существовали деньги, и не возникало никаких вопросов, каким образом наполнять их какой-то ценностью. Ну, начнем с того, что если уже говорить о ценности, то существующая национальная валюта никакой ценностью не обладает сама по себе. То есть, ну, цветная бумажка, что-то напечатано. То есть вся ее сила только в том, что государство принуждает, во-первых, принимать ее к оплате и осуществлять платежи насильно, как я уже говорил в начале нашей встречи сегодняшней. А второе, что оно монополизировало эту сферу деятельности, монополизировало оно для того, чтобы, скажем так, ограничить объем этой денежной массы. То есть, ну, представьте, что вот гривну печатает, там, любой может на домашнем принтере печатать. Ну, понятно, что эта гривна ничего не будет стоить. То есть ее даже, когда насильно принуждаешь ей пользоваться, то это можно сделать только тогда, когда ее ограниченное количество. Именно поэтому монополизм Центрального банка, что только он может создавать эти деньги, с той скоростью, с которой считает нужным, позволяет каким-то образом все-таки делать вид хотя бы, что в ней есть какая-то ценность. Как я уже сказал, разрешите людей... Ну, кстати, вот да, хороший может быть контраргумент, когда автор говорит вопроса, почему люди будут принимать какие-то другие деньги, если государство не наделяет их ценностью. Давайте проведем эксперимент. Давайте, как я уже сказал, разрешим людям рассчитываться в магазинах и между собой вообще чем угодно. Не обязательно гривной. И вы удивитесь, что они будут, как я уже сказал, рассчитываться в том числе там, золотом, серебром, криптовалютой, возможно, чем-то еще. Кто наделяет эти все вещи какой-то ценностью? Государство не наделяет. Но почему вдруг люди откажутся от гривны, наделяемой ценностью государством якобы, и начнут пользоваться какими-то другими вещами? Очевидно, потому что в гривне нет никакой ценности, а в тех вещах как раз эта ценность есть. Это первое. Ну, а какая ценность? То есть, на самом деле, если уже отталкиваться от экономической теории, то деньгами могут быть только то, что, ну, автор в этом прав, то, что обладает ценностью. Но ценностью обладают только, ну, в рыночной экономике это товары. В частности, золото, серебро обладают ценностью, само по себе обладают ценностью эти металлы. То есть в современной экономике из них могут быть делать там, посуда, украшения, микросхемы, там, да, все что угодно, кому что нравится. То есть золото не является деньгами, то есть государство не наделяет ценностью, а тем не менее золото используется и очень дорого, кстати, ценится, да? Поэтому, если в ответе автору этого вопроса можно сказать, что если мы видим, что золото является ценностью, и если даже сейчас, и если золото будет использоваться в качестве денег, то у автора не должно быть возникать вопрос, а кто наделит это золото ценностью. Оно будет и так обладать ценностью. Единственное, что оно станет еще более ценным по той простой причине, потому что ценность на любой ресурс определяется там, спросом и предложением. С предложением у нас все понятно, оно практически постоянно не изменяется. Ну, меняется, конечно, но не очень сильно, там буквально на 1%, там 1,5% в год добывается золото дополнительно. То есть фактически стабильна денежная масса. Сейчас ее ценность определяется спросом как раз на ювелирное украшение, посуду, там, не знаю, коронки зубные, микросхемы и так далее, там, в химии используют, в химической промышленности и так далее. Вот этим определяется спрос, и, соответственно, отталкиваясь от имеющегося предложения золота, определяется цена. Если же золото начнет использоваться в качестве денег, еще в том числе, то на него будет предъявлен дополнительный спрос, как на деньги.
То есть спрос в целом на золото увеличится, его ценность вырастет, в том смысле, что цена на него вырастет, неважно, в чем вы измеряете, там, в долларах, в гривнах, в смартфонах или там в цементе, то есть ценность его вырастет. Но ценность вырастет, то есть никто не будет задаваться вопросом, а в чем же ценность и кто будет наделять ценностью это золото. Поэтому именно поэтому и деньгами всегда были товары, то есть деньги всегда были товарными, потому что сами по себе они обладали ценностью, именно поэтому никого не надо было заставлять пользоваться этими деньгами и наделять там какие-то ценностью. Сами же обычные сторонники государственной власти, сторонники пролетариата говорят, буржуи тогда еще, да, когда деньгами было золото, там за золотую монету, там кого угодно предадут, там убьют и так далее, эксплуатируют. То есть вопрос, а почему они так жаждали этого золота, если никто не наделял это золото ценностью? Хорошо, я уже так увлекся и в историю, и в экономику. То есть, повторю, если разрешить пользоваться любыми, чем угодно в качестве денег, то люди автоматически, об этом говорит экономическая наука, наука человеческой деятельности и наш исторический практический опыт, что люди будут использовать в качестве денег обязательно какие-то товарные ценности, как вариант золото, серебро, криптовалюту. Они сами обладают ценностью уже сами по себе. При использовании их в качестве денег ценных их еще больше возрастет, и наделять дополнительно никакой ценностью нет никакой необходимости со стороны государства или со стороны кого-то еще. Например, даже сейчас пример криптовалюта. Кто наделяет ценностью, там, биткоин, не знаю, эфириум, еще кого-то, но никто не наделяет ценностью. Люди наделяют ценностью. То есть есть предложение этих криптоактивов, оно ограничено, есть спрос на эти криптоактивы, который постоянно растет. Причем неважно для экономики, для экономической теории, неважно, что побуждает людей покупать эти криптомонеты. Абсолютно неважно. С точки зрения экономики важно просто, что у людей есть спрос на эти деньги. Очевидно, у них есть какие-то потребности, какую-то потребность они закрывают с помощью обладания этими криптовалютами. И поэтому есть спрос, поэтому есть ценность. И никто со стороны государства, наоборот, государство хочет уничтожить, по сути, ценность криптоактивов, да, чтобы люди не пользовались криптоактивами, но даже это не получается. То есть государство, если мы говорим о реальных ценностях, в частности о товарных деньгах, то государство не может ни наделить ценностью, ни лишить ценностью эти вещи. Именно поэтому люди стремятся в качестве денег использовать такие ресурсы.